Привет, автомобилисты! Это «Накачанные колеса». Пришло тепло, и пора бы уже, наверное, отмыть свои двигатели. Уверен, что многие из вас этого никогда не делали. Этой весной как никогда было огромное количество луж и ям, и вся талая вода вместе с грязью попадала в подкапотное пространство. И после зимы там скопилось огромное количество реагентов и соли, ну и, конечно же, потеков масла. Многие автомобилисты попросту боятся лезть с щеткой в подкапотное пространство, и не зря. После мойки обычно бывает ряд проблем. И те, кто моют двигатели, обычно делятся на две категории. Те, которые отмывают двигатель на автомойке, и те, которые отмывают двигатели самостоятельно. Разберем сегодня, как же безопасно отмыть свой двигатель, и испробуем оба варианта. Произведем супер очистку подкапотного пространства. Обязательно досмотрите видео до конца, у нас будет небольшой конкурс. Не забывайте поставить лайк, пишите комментарии и погнали! Ну что, сегодня отмоем сердце автомобиля в моем автопарке. У них очень грязные двигатели. Вот мой автомобиль Лада, она же пятнашка. Давно же я не прикасался к мойке этого двигателя. Здесь за многие годы скопилась грязь на боковых частях кузова с внутренней части. И масляные потеки. Конечно, на других двигателях я видел загрязнения посерьезнее, но от этого тоже необходимо избавляться. Вакуумный усилитель уже давно не блестит. И многие детали, которые должны быть черными, уже много лет серые. Резина и пластик по-разному загрязняются, хотя они должны быть просто черными. Передний фартук тоже очень редко отмывается. И подкапотную шумоизоляцию. Посмотрите, какая она грязная, ее никогда в жизни никто не мыл. Сегодня мы превратим наш двигатель из такого вот такой, а затем вот такой. А вот он уже акцент. Здесь, если я не ошибаюсь, вообще никто никогда не мыл. За все эти годы под капот набрызгало очень много грязи, особенно в этом году. Посмотрите, эти отложения просто везде. Масляные потеки на клапанной крышке тоже необходимо убрать, весь черный цвет кажется серым. И сегодня мы отмоем этот двигатель безопасно, чтобы не было никаких проблем. В общем, превратим его из такого вот такой. Но прежде чем начать, нужно подготовиться к мойке двигателя. Нужно загерметизировать все контакты. Обязательно проверить на высоковольтной катушке и проверить высоковольтные провода. Если провести эту процедуру, то туда вода точно не попадет. Обязательно ставить масляный щуп на место, иначе через него может попасть вода в двигатель. Всасывающий коллектор желательно заткнуть целлофаном, чтобы, не дай бог, не намочить фильтр. Лучше, конечно, чтобы вода не попадала в разъемы, потому что со временем от вибрации и от температур здесь могут образоваться небольшие полости, в которые может попасть влага. Она может привести к окислению, и потом датчик может не реагировать. Обязательно закрыть целлофаном генератор, чтобы у вас не было потом проблем с его зарядом. Ну, в общем, приступаем к мойке, поехали! Первым мы отмоем пятнашку тем самым небезопасным способом на мойке. Как я и говорил, в любом случае нужно подготовить автомобиль. Закрываем генератор, обязательно всасывающий коллектор. Чтобы обесточить двигатель, лучше снять аккумулятор. Ну и плюс место под аккумулятором тоже нужно промыть. Забрызгаем контакты ВД-40, она будет вытеснять всю воду. Даже если влага немного туда попадет, то ВДшка не даст ей проникнуть дальше. Также забрызгаем провода на свечах зажигания, чтобы не происходило никакого дальнейшего окисления. Обязательно закроем от воды блок предохранителей, по той же самой причине. Ну а сама мойка происходит по обычной схеме. И еще, перед мойкой нужно обязательно остудить двигатель. Если снаружи он переохладится, а внутри он будет горячий, то резкий перепад температур ни к чему хорошему не приведет. Да плюс к тому, химия очень быстро испаряется с горячего двигателя. Наносим очищающую пену, чтобы смыть все загрязнения. И используем специальный очиститель двигателя для масляных потеков. Не на каждой мойке очищают двигатель кисточкой. Как правило, просто смывают под давлением. Это нужно для того, чтобы поднять всю грязь из труднодоступных мест. И тогда она легче смывается. И теперь смываем всю химию. Если честно, мне жалко смотреть на двигатель, как его нещадно моют под давлением. Самая большая опасность мойки — это давление воды, которое может попасть куда угодно. Это крайне небезопасно. Именно после этой процедуры часто бывают проблемы с двигателем. То не работает датчик, то заряд генератора пропал. На многих сервисах используют специальные пистолеты-мовильники для того, чтобы смывать воду не под давлением, либо просто смыть химию шлангом, без давления. Все, двигатель чистый, теперь хоть готовь на продажу. После мойки попросите, чтобы вам продули все электронные соединения, ну и просто чтобы сдули всю воду. Теперь двигатель выглядит более презентабельно. Но возьмите на заметку, когда вы покупаете автомобиль БУ и на нем чистый двигатель, то скорее всего его недавно мыли на мойке. Как правило, перед продажей никто не беспокоится о том, чтобы правильно помыть двигатель. Так что после покупки такого автомобиля возможны какие-либо проблемы.
Вот и у меня после мойки выскочила ошибка. Как потом выяснилось, ошибка датчика абсорбера. Но это самая минимальная проблема из тех, которая могла бы быть. Один автомобиль отмыли, теперь идем отмывать следующий. Приступаем к безопасной самостоятельной мойке. Для этого нам понадобится небольшой арсенал. Несколько щеток разной жесткости и длины, но скорее всего мы будем пользоваться только вот этой вот, самой длинной. Также еще некоторые щеточки маленькие и большие. А это у нас для того, чтобы отмывать металл, куча микрофибры и автохимия. Обязательно возьмите очиститель двигателя, он очень хорошо справляется с масляными отложениями. Они бывают пенные, а бывают просто жидкие. И чернитель для резины, для чего он вы узнаете потом. Помповый распылитель, в который мы наберем воды с гелем для мытья посуды. И секретное средство, которое я взял у жены на кухне. Он очень хорошо справляется с различными загрязнениями. Золотой, серебряный и черный фломастер, это уже для детейлинга. Для начала отмоем нижнюю часть капота. На него тоже попадало очень много грязи, и он не очень-то хорошо смотрится. Но перед этим мы закроем двигатель целлофаном, чтобы вода лишний раз не попадала на него. Снимаем аккумулятор, чтобы обесточить двигатель. Теперь уж мы точно не будем бояться, что вода попадет куда-то не туда. Посмотрите, какой он грязный. Его мы тоже отмоем. Если у кого-то есть шумоизолирующая обшивка капота, то ее тоже желательно снять. Пока двигатель закрыт, льем побольше воды, чтобы размочить всю грязь вокруг самого непосредственно сердца автомобиля. И пройдем кисточкой каждый сантиметр для того, чтобы поднять всю грязь. Снимаем целлофан, он отлично справился со своей работой, двигатель сухой. Обязательно закрываем генератор, чтобы на него не попала вода. Забрызгиваем автохимию на черные детали и щеткой постепенно их отмываем. Теперь возьмемся за металлические части. Для начала наносим очиститель двигателя, чтобы отмочить всю застоявшуюся грязь. И теперь долго и упорно чистим щеткой, пока не увидим первый блеск. Эта процедура заняла где-то около 15 минут. Но зато посмотрите, какой результат. Защита глушителя блестит. Она сроду никогда не блестела. Вы посмотрите, а насос гидроусилителя, он оказывается тоже блестящий. Если честно сказать, то я сам даже об этом не знал. После того, как я купил автомобиль, мне всегда казалось, что он черный. Посмотрите, какая между этим разница. Дочищаем оставшиеся части. И приступаем к клапанной крышке. Очиститель двигателя отлично справляется со своей работой. Вытираем все сухой тряпкой. Обязательно достанем надсвечники. Двигатель уже смотрится намного лучше. Переходим к катушкам. Чтобы не лить сильно много воды, наносим химию сверху и очищаем с помощью зубной щетки. Далее таким же образом очищаем все пластиковые детали, которые есть на двигателе. После того, как отмыли практически все и высушили двигатель, приступаем к детейлингу, или говоря по-русски, наводим марафет. Окрасим с помощью кисточки все заржавевшие черные детали. Скроем всю ржавчину. Так намного лучше. Опорники тоже выглядят не очень-то приглядно. Они в следующий раз поменяются вместе с амортизаторами, а пока нужно их немного обновить. Малярного скотча у меня не нашлось, поэтому я оклеил все рядом обычным скотчем. Закрываем все лишнее, чтобы не летела пыль. И снимаем ржавчину. Очищаем практически до металла. Подкрасим черной краской, и они уже выглядят намного лучше. Можно немного снять ржавчину с болтов. Очищаем место под аккумулятор. И ставим нашу чистую батарею, которая выглядит как новая. И мы тоже немного зачистим от ржавчины. Теперь приступаем к окончательной доработке двигателя с помощью золотого и серебряного маркеров. Нанесем обозначение на крышках бачков технических жидкостей. Сверху сразу абсолютно другой вид. Серебряным маркером закрасим все болты, чтобы они приняли один цвет. Так болты будут выглядеть как новые. Вроде такие мелочи, но так двигатель будет смотреться как новый.
Следующим шагом мы приступим к полировке черных деталей. Возьмем чернитель для резины, он пенный, можно нанести сразу на черные детали, либо нанести на тряпки или губку. И растираем все пластмассовые и резиновые детали. Я не рекомендую вам использовать силиконовую смазку или ВДшку для того, чтобы натирать элементы для блеска. Если это сделать, то на двигатель набьется такое количество пыли, что вы потом замучитесь это все отмывать. Лучше, конечно, чернитель для резины, да еще он обладает водоотталкивающим эффектом. И черные детали под капотом будут долго смотреться блестящими. То же самое проделаем с патрубками, на охлаждении, на гидроусилителе и на кондиционере. После этой процедуры они все как новые. Как будто только что с завода. На высоковольтные провода тоже наносим. В общем, наносим все, что есть черного на двигателе. Ну вот, друзья, двигатель как новый. Тут даже нет ни единого грязного места. Я нашел старую крышку, которую я как-то давно снял перед тестами свечей, и устанавливаем ее на место. Теперь двигатель принимает законченный вид. Я считаю, эта очистка просто великолепна. Но вы помните, что совсем буквально недавно было с двигателем. Конечно же, огромная разница. Ну вот, двигатели отмыты и выглядят прекрасно. В пятнашке тоже можно было бы навести марафет, но я думаю, и так неплохо выглядит. Единственное, что возьмем некоторые пластиковые детали, очистим и покрасим их, чтобы они выглядели как новые. И вот теперь у нее законченный вид. Я считаю, это отличная мойка. Если вы тоже так считаете, то поставьте большой палец вверх. Вот такая получилась очистка. Друзья, теперь небольшой конкурс, или как сейчас модно говорить, челлендж. Давайте все отмывать свои двигатели. Присылайте мне свои видео о том, как вы отмываете свой двигатель до и после. Обязательно, чтобы это было понятно, что это для накачанных колес. Если фотография, то где-нибудь должна быть надпись «Накачанные колеса». Пишите хэштег НК «Мой двигатель» и выкладывайте в YouTube, можете прислать мне на почту, либо ВКонтакте. Из этого всего я соберу один большой ролик, и мы покажем всем, как нужно отмывать свои двигатели. И покажу именно вас в одном из выпусков. Я думаю, это будет круто. И также пишите в комментариях, как часто вы моете свои двигатели и были ли у вас проблемы после мойки. А пока на этом все. Увидимся с вами в следующих выпусках. Будьте добры на дорогах. Всем пока.